Прекрасное мясное блюдо из простых продуктов, которое готовится так легко. Именно поэтому я так люблю готовить его в будни. Подаю как горячее, а после остывания отличная закуска вместо колбасы. В ролике готовлю мясной хлеб, и это очень вкусно. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Я довольно давно думала над тем, чтобы снять метлов для своего канала, потому что дома я готовлю его регулярно. Но мне все казалось, что он слишком простой для того, чтобы его снимать. Напишите, ошибалась я или не ошибалась, но все же решилась это сделать. За что я люблю эту, по сути, мясную буханку? Во-первых, за то, что готовить его просто и не напряжно. Во-вторых, за то, что его можно готовить из любого мяса. В-третьих, приготовив большую порцию на пару-тройку дней, у меня обеспечен дома запас основного блюда. И напоследок, моя самая любимая причина. Берем один рецепт, используем разное мясо по ситуации, играемся со специями, и таким образом этот метлов никогда не надоест. Список всех ингредиентов я оставила в описании под видео. Начну с мяса, которое крупно режу для измельчения на мясорубке. Для этого рецепта подойдет абсолютно любое мясо, а также можно приготовить буханку из рыбы. Для ролика я готовлю метлов из комбинации куриного филе и свиной лопатки. Я чаще беру по ситуации то, чего хочется и какое мясо есть. Рецепт универсальный. Суммарно потребуется 1-1,2 кг мяса для большой буханки. По желанию можно использовать уже готовый фарш. Готовлю всегда большую порцию, потому что это удобно. Один раз все сделал, и пара-тройка дней есть запас. Теперь крупно режу овощи, которые я измельчу на мясорубке вместе с мясом. Режу крупно луковицу и кабачки. Лук придаст пикантность вкусу, а вот кабачки с их нейтральным вкусом я добавляю для нежности и сочности. Я никогда не добавляю в метлов сухари, они наоборот сделают его суше. В конце ролика я покажу детально, насколько нежным получается этот хлеб. К тому же совсем скоро уже пойдут молоденькие кабачки, так что рецепт не теряйте. Кроме того, вместо кабачков можно смело добавить самую обычную капусту, цветную капусту, брокколи, морковь и свеклу, шпинат, черешковый сельдерей. Можно комбинировать эти овощи, а еще можно добавить зеленый горошек целиком, тоже будет очень здорово. Приступаю к измельчению. Пропускаю через мясорубку мясо и овощи сразу вместе, установив среднюю решетку. Если используете уже готовый фарш, то просто измельчите овощи в блендере или другим удобным способом. Добавляю в фарш специи, всыпаю соль. Добавляю копченую паприку. Она добавит очень легкий и приятный аромат дымка и создаст шашлычное настроение. Добавляю молотый кориандр и черный перец. Вбиваю к фаршу яйца и тщательно вымешиваю фарш. Нужно вымешать не только до однородности, а еще и до того состояния, когда фарш становится слегка вязким, упругим. Часто по такому принципу вымешивают котлетный фарш. Вот тут такая же схема. Если не хочется вымешивать вручную, используйте миксер с насадками-крюками, кухонный комбайн или планетарный миксер с насадкой весло или К, как для песочного теста. Вот таким должен получиться фарш. Он вязкий, и это значит, что готовый хлеб не будет распадаться и будет классно резаться. Теперь я смазываю небольшим количеством масла в форму для выпечки. У меня форма размером 12 на 22 см, это без бортиков. Можно выпекать в стеклянных формах, керамических, в упругих силиконовых, в разъемных круглых или в глубоком противне в виде пласта. Или вовсе в форме для порционных кексов, что есть, то и используйте. Отправляю в форму весь фарш. У меня количество фарша как раз помещается в мою форму так, чтобы получился красивый пузатенький хлеб. Заполняю форму и приглаживаю верх. Отправляю мясной хлеб в духовку, разогретую до 240 градусов, и пеку при такой температуре в течение 20 минут. А затем снижаю температуру до 160 градусов и пеку еще 50-60 минут. Хлеб довольно большой, так что если будете уменьшать порцию, то и процесс будет длиться меньше. Ориентируйтесь по виду. Такой вот режим выпечки сперва схватывает хлеб внешне, а затем при сниженной температуре метлов пропекается уже по всей толще. В итоге хлеб не отдаст много сока наружу, большая часть сохраняется внутри, и я это покажу. После выпечки я даю хлебу отдохнуть в форме минут 10-15, прежде чем подавать как горячее. А если готовлю как закуску и альтернативу колбасе, то оставляю остыть прямо в форме и в выделившемся соке. А теперь разрезаю хлеб. Посмотрите, какая невероятная сочность. Текстура нежная, эластичная. Это очень вкусно и очень сытно.
Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх и в комментариях поделитесь, из какого мяса готовите ежедневные блюда чаще всего. Меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная». Подписывайтесь, если вы еще не со мной, и нажимайте на колокольчик.